Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь традиционный французский хлеб пан о ливан. Для этого приготовим тесто. Для теста смешаем муку, воду и замесим на самой медленной скорости на тестомесе или ложкой, рукой в течение пары минут для того, чтобы увлажнить всю муку. Затем оставим эту смесь на 60 минут при комнатной температуре. Автолиз нужен для того, чтобы сократить время замеса и дать тесту самостоятельно начать создавать глютеновую структуру. По окончанию автолиза внесем остальные ингредиенты. Для этого возьмем созревшую закваску. Закваска должна быть минимально кислой, так как в нашем тесте присутствует 30% цельнозерновой муки. Поэтому я вам посоветую освежить вашу закваску непосредственно за 3-4 часа до внесения в тесто. То есть с вечера мы освежаем закваску для того, чтобы сделать активный стартер, а затем при помощи этого стартера ставим закваску, которую уже вносим в тесто. После внесения закваски в тесто делаем замес в течение 5-6 минут. При этом при необходимости добавляем воду. Воду добавляем по влагоемкости вашей муки. Влажность данного теста составляет 70-75% в зависимости от характеристик вашей муки. После того, как мы произвели замес некоторое время, проверяем тесто на глютеновое окно, и когда тесто у нас развилось примерно до 80%, мы вносим соль и производим замес еще в течение пары минут. После этого выкладываем тесто в смазанный маслом контейнер, подтягиваем его при помощи складываний и оставляем на ферментацию в течение 3-3,5 часов при температуре 26-28 градусов. Если вы замешиваете тесто руками, то есть без помощи тестомеса, в течение 3-3,5 часов вам будет необходимо делать складывание вот таким вот образом каждые полчаса. Если же вы делали замес при помощи тестомеса, складывания делаются всего 1-2 раза по необходимости. По прошествии 3-3,5 часов выкладываем тесто на смоченную водой рабочую поверхность и делим на 2 части. Выкладывать нужно тесто осторожно, не форсировать, дать ему выпасть из контейнера под действием силы притяжения. То есть разрывать глютеновую структуру, которую мы так тщательно формировали, не нужно.
После того, как мы разделили тесто на две части, мы формируем заготовки и выкладываем в корзины для расстойки. Делать предварительную формовку не обязательно, так как тесто у нас будет ферментироваться в течение всей ночи, и при таком виде тестоведения предварительная формовка не является обязательной. Выкладываем сформированные заготовки в корзины для расстойки. Корзины для расстойки необходимо присыпать либо ржаной мукой, либо смесью из ржаной муки и любой другой муки, не содержащей глютена. Например, рисовой, картофельной, кукурузной, гречневой, овсяной или какой-либо еще другой. Даем заготовкам предварительное стартовое брожение в течение 1-2 часов при температуре 26-28 градусов, а затем убираем в холодильник при температуре 5 градусов до следующего дня. Температура 26-28 градусов является своего рода священным параметром, потому что именно в этом диапазоне температур дрожжевые клетки развиваются самым наилучшим образом. На следующий день достаем заготовки из холодильника и выпекаем непосредственно из холода. Предварительно духовку нужно хорошо нагреть. Нагревать нужно до максимальной температуры, а затем снизить до 250 градусов. И именно при этой температуре заготовки сажаются в печь. Выпекать вы можете как в чугуне, так и просто на камне, на противне, на чем угодно. Выпекается хлеб при температуре 250 градусов с паром первые 20 минут, а затем при температуре 230 градусов без пара еще 20-25 минут. При соблюдении технологии данный хлеб имеет мягкий, нежный вкус, несмотря на высокое содержание цельнозерновой муки и длительное тестоведение. Поэтому данный хлеб является базовым, универсальным хлебом на каждый день. А ключом к тому, что тесто будет иметь мягкий и некислый вкус, является мягкая, некислая закваска. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!